Вот такие обалденно вкусные плюшки к чаю я сегодня приготовил. Делается сравнительно легко, но результат обалденно вкусный. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить, и сегодня займемся выпечкой. Так получилось, что последние 3 месяца я практически изредка делал выпечку, так как мне не здоровилось сильно, а когда не здоровится, то настроения нету и не хочется ничего. А сегодня я решил все же сделать выпечку, что-то сладкое к чаю. И так получилось, что я очень давно не делал простые сахарные или сладкие плюшки. И я пользуюсь одним и тем же рецептом теста, которое очень удачно. Посмотрите, может быть, я делаю немножко по-другому, чем вы. И, может быть, вы решите попробовать по моему методу приготовления. А чтобы время не терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. В первую очередь мы сейчас замесим тесто. И, конечно же, все ингредиенты этого теста я подпишу вам под видео. Здесь я взял планетарный миксер. Сюда мы отправляем. У меня здесь сахар и щепотка и пол чайной ложки соли. Сюда же мы отправляем муку просеянную. Пользовался этой большой миской, потому что в эту миску мы отправим наше тесто растаиваться. Молоко теплое. Здесь 2 белка и 1 желток, потому что второй желток нам понадобится для помазки. Сюда же отправляю теперь немножко ванилина. Масло. И здесь у меня живые дрожжи, которые я развел немножко молока от количества молока теплого, немножко сахара от количества сахара и немножко муки от количества муки. И все это поставим в миксер. Начинаю с маленьких оборотов, и потом я обороты увеличиваю, и примерно 10-15 минут пускай вымешивается. Итак, тесто у меня вымешивалось здесь 10 минут. Сейчас посмотрим. Очень хорошо. И сейчас мы перенесем в миску. Как вы видите, легко отошло от этого крюка. Так. Эту миску я немножко пропрыскал пекарным маслом, и также вот эту лопатку, чтобы легко было принести тесто сюда, и чтобы нигде ничего не приставало. Так. Теперь я слегка посыплю мукой сверху, притру всем так. Тесто хорошо эластичное получилось. И теперь я накрою чистеньким полотенчиком и оставлю на 1,5-2 часа отдыхать. У меня время есть, так что пускай потихонечку это теперь отдыхает. Теперь встретимся, когда будем налеплять булочки. Итак, пора заняться нашим тестом. Тесто, посмотрите, как хорошо поднялось. Это уже 2-й раз поднялось так. Смотрите, какая прелесть. Очень хорошо. Так. Кто меня знает, кто смотрел мои видео уже постоянно, вы знаете, что я с большим количеством теста не люблю работать. Так что это количество мы сейчас поделим пополам.
накроем. И это количество теста опять мы пополам поделим. Чтобы к столу не прилипало, у меня чуть-чуть стол проработан пекарным маслом или просто растительным маслом попрыскайте. И теперь я раскатаю немножко теста. Так. Такой пласт создадим. Так. Здесь у меня масло. И сейчас мы этим маслом немножко пройдемся здесь. Промажем этот пласт. И здесь у меня золотистого цвета сахар или коричневый сахар. Вот так сверху пройдемся. Так, достаточно. И завернем в трубочку. Это тесто, честно говоря, универсальное для меня, потому что оно у меня удачно всегда получается, и я пользуюсь для приготовления булочек, для этих плюшек, с корицей булочек, вот так. И здесь мы шов немножко придавим. Еще немножко раскатаем побольше. И у меня здесь противни приготовлены. И, честно говоря, вот один такая колбаска, такой жгутик у меня на один противень пойдет. И, в общем, я выпекать буду при 180 градусах минут 13-15, смотреть по своей духовке сами. Так что теперь этот жгутик мы сделаем пополам. И каждый жгутик опять пополам. И теперь на 3 части. Так. И теперь каждый мы возьмем на половинке, так разрежем и открываем. И таким образом мы отправим сразу же на противень. И количество теста, сколько я знаю, здесь получится у меня 4 противня. И каждую противень я буду выпекать по отдельности. Потому что я раньше пытался 2 противни в одно время отправлять в духовку, и у меня, честно говоря, верхняя противень выпекалась быстрее, чем нижняя противень. Так что я решил их отправлять в разное время все. Как вы видите, вот так у меня получаются они. И сейчас я включаю духовку. И пойдет минут 15, пока духовка нагреется на 180 градусов, и они как раз у меня отстоятся. И перед тем, как отправить в духовку, я еще пройду болтушкой. Здесь у меня желток и молоко. Так что теперь я включаю духовку и ждем, как духовка нагреется. И вот так, здесь я уже вторую противень сделал. Итак, духовка у меня нагрелась, и сейчас я быстренько болтушкой промажу первый противень. Болтушка — это у меня один желток и молоко. Как вы помните, в тесто мы добавили 1,5 яйца, то есть 2 белка, 1 желток. И пока это выпекается, я еще сделал пару противней, и все тесто этим же способом, и как раз они еще немножко перед тем, как идти в духовку, еще немножко отстоятся тоже. Так что смотрите по своей духовке. 180 градусов, 13-15 минут. Итак, первая партия плюшек у меня вышла с духовки. Сейчас я попрыскаю немножко водичкой, чтобы сверху было мягко. И накроем чистеньким полотенчиком. И как это все остынет, мы еще посыпем сахарной пудрой. Итак, наши плюшки остыли. Пора их немножко посыпать сахарной пудрой и принести красиво в миску.
Так, слегка пройдем. Вот и все. И красиво миску перенесем теперь. Вот так она выглядит. Теперь я встречу с вами, как я все это испеку. Ну, вот такой финальный результат получился. Посмотрите, обалденно вкусный. Это первая салатница у меня. Еще вторая у меня остывает. Но результатом я очень доволен. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей в качестве выпечки. В моем случае я сделал простые сахарные плюшки, сладкие плюшки, которые подаются к чаю. Пользуюсь я своим универсальным тестом. Если вы таким тестом еще не пользовались, попробуйте, может быть, и вам это тесто подойдет. У меня вот одна салатница готова, еще вторая остывает, но плюшки получились обалденно вкусные. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.